Всем салют! В этом видео мы кратенько поговорим о шамане, довольно-таки сильном и интересном герое, но, к сожалению, он довольно-таки рандомен. Это связано с тотемами, да, которые он призывает на поле, и все зависит от того, какой выпадет тотем. Если у нас первым выпадает тотем насмешки, да, ну это, можем сказать, победный бой, да, то есть у нас выпадает тотем насмешки, он призывает всех его атаковать, пока соперник атакует тотем, сам шаман, да, войска его атакуют соперника. Вот, потом, если выпадает тотем на силу, да, то есть мы получаем силу дополнительно. Если не убили первый тотем, опять же на второй ход там его убьют. Наши войска усилились, да, за счет тотема и идут в атаку, наносят еще больше урона. И потом, конечно, выпадает, если третий доходит до третьего, к примеру, лечение, да, он подлечивает наши подбитые войска. И тогда вероятность победного итога гораздо выше, чем если нам выпадет на первом ходе лечение, да, когда у нас особо и лечить еще пока как бы некого. Ну, после машины и зверя, конечно, всегда есть кого лечить сейчас, да, но все равно это менее актуально, чем если же тотем вызовет огонь, как говорится, на себя. Вот вариант сборки у него сейчас такой, так как это мой не основной герой, в принципе, да, и у меня не хватает, у меня не открыты огоньки, да, вот стихии огня, соответственно, и нет возможности поставить. Так бы, конечно, я бы поставил ему, ну, такой вариант сборки, да, со стихией огня, даже можно 2 поставить полностью, да, вот, соответственно. И очень интересно заходит за счет чего? За счет того, что если выпадает тот тотем, как я говорил, да, насмешка, пока атакуют тотем, наши юниты идут в атаку, бьют, стихии огня, эти огоньки вносят очень большое количество урона. Потом, я говорю, выпадает тотем на силу, наносят еще больше урона. Еще могут подлечить, и как бы отличный вариант. Вот. Тем более им не нужно ходить. Они обезопасивают себя за счет этих тотемов, так как к ним будет сложнее подойти, да, тотемы рандомно выпадают и перекрывают путь, соответственно, тем, которым нужно ходить войскам, сложнее дойти до огоньков. Такой вариант. Ну вот у машина и зверь у меня стоит, да, заточенный на магию, да, то есть машина наносит много урона, это хорошая машина, да, наносит много урона, соответственно, и дает возможность нанести еще больше магического урона нашим войскам, что тоже довольно-таки актуально. Ну и зверь это тоже, он сам урона не наносит, но он дает, повышает нанесение магического урона. Соответственно, ну, войска на шамане наносят побольше урона, да, у него магическая атака хорошая, вот, с этим проблем нету. Поэтому можно еще ставить ему лиса, если вы будете играть именно, образно говоря, такой сборкой, да, к примеру, где основной урон заточен на наших 2 синих товарищей, вот, элементалей, то лис будет актуален, да, чтобы они дошли, могли дойти, невзирая на тотемы, которые тоже будут мешать и нашим войскам доходить, и за счет бонуса к урону пассивки у лиса будут носить очень большой урон. Ну, это если у вас лис свободен, можно ставить пасть бездонную, можно ставить сейчас куклу голема, да, тоже она много урона наносит, очень хорошо будет с ним. Такие вот машины, вот, такие вот варианты. И по талантам, да, то есть, у меня вот такие таланты стоят. Но если играть через, ну, то есть, тут я через молчанку в основном, да, у меня 2 молчанки стоят. И потом этот самый, чтобы соперник не ходил 2 раза. То есть, если он не будет ходить 2 раза, в первую очередь будут тотемы дольше жить, их не будут так быстро убивать, плюс дойти будет тяжелее, если заморозилось поле, герой юнит не зашел до стек соперника, так может 2-й раз сыграть и дойти. Вот. Ну, можно играть, ставить силу, да, талант силы, то есть у нас тотем силы, талант силы, и играть, например, через лиса, бездонную пасть и огонек, да, который все увеличивает наносимый урон, и рассчитывать на то, что мы быстро доведем бой до победы.
Можно играть наоборот через двойную мораль, а не этот самый дизмораль, да, то есть две морали и силу поставить. И рассчитывать на то, что мы будем по 2 раза ходить и наносить колоссальный урон за счет зверя, машины и таланта. Играть через какую-то оборонительную я бы не стал вам, да, там дополнять жизни, снижение жизни можно поставить, да, для того, чтобы сопернику снизить жизни и больше с руки наносить, ну, если он выпадет. Такой вот вариант. Бронебой можно поставить, да, то есть, если вашего соперника больше, они выше по статам, вы не можете их, у вас атаки не хватает их пробить. Вот, за счет того, что силы, накачаете силу, тотем будет давать силу, и вы будете пробивать, игнорировать защиту цели, будете наносить побольше урона. Такой тоже вариант допустим. Вот. Ну, сейчас в основном у всех героев одинаковые таланты плюс-минус, поэтому изобретать велосипед не стоит. В массовых ПВП очень интересно себя показывают, довольно-таки хорошо, за счет того, что усиляется талантами всех героев и получает много возможностей, да. Вот, еще можно поставить ему талант подстрекательства, да, для того, чтобы... Ой, не подстрекательство, как я все время забываю, где у нас таланты. Сейчас скажу, какой талант, вот. Да, просто подстрекательство называется. Что-то я думал по-другому. То есть подстрекательство тоже неплохо ему зайдет. И особенно если огоньками играть будете, ледяным лордом, то можно взять подстрекательство. Я все думал заменить назад, брать какую-то дизмораль, поставить подстрекательство и вторую мораль. И за счет срабатывания навыков им играть. Но у меня пока не хватает духа огня, к сожалению. Как получу, попробую. Вот как-то так. Такой герой, в принципе, играбельный сейчас. Довольно-таки часто встречается, топы играет. Возможно, он не популярный, я говорю, за счет своего такого рандома, но довольно-таки неплохо, особенно в массовых ПВП. На этом все. Всем спасибо.